Салют, people, с вами Human. Ну, смотрите, чтобы понять, что там с видеокартами, нужно понять, что с санкциями. Сейчас заморожены активы нескольких банков. Это Совкомбанк, ВТБ, Новикомбанк и Открытие. Речь идет именно о платежных системах и о компаниях, которые разрабатывают высокотехнологичную продукцию, ну или компьютерное ПО. Также это может коснуться и ритейлера Озон, который в 2021 году купил Онейбанк и переименовал его в Озонбанк. Но сия информация пока не подтверждена. Но поскольку акции Озон торгуются в NASDAQ в США, ну, ситуация нерадужная. Далее тема, которая ближе к проекту, это сфера высоких технологий. Здесь речь идет о космической и оборонной промышленности РФ. По итогу, с этой целью вся подлежащая под использование на военных предприятиях продукция должна получить лицензию в Министерстве торговли, прежде чем она будет отправляться в Россию. Там перечень немалый, но вот основные моменты. Это телекоммуникации, различные сенсоры и микроэлектроника, морское оборудование, товары для авиации и так далее. Если же товар будут завозить через третьи страны, то к ним станут применять меры пресечения. Причем все эти санкции распространяются не только на железо, но и на лицензирование ПО, которые покупают структуры РФ. Также 14 структур отрезали от финансирования, в которое входит Сбербанк, Ростелеком, Газпром и так далее. А вот говоря за полупроводники, то экспорт полупроводников и ПО в гражданский сектор не запретили. Но вроде как Intel, Dell и кто-то еще уже что-то ограничивают. С этой информацией я услышал буквально мельком, если знаете, можете дополнить. Далее, касаемо роста цен на электронику. Буквально за несколько дней на нее стоимость повысилась на 30%. ДНС это поясняло как борьба с дефицитом. И вот вам в пример, тот же 12-й iPhone стоил 70 тысяч рублей, а потом буквально сутки-двое уже 91 тысячу. Это модель на 128 гиг. 4-й Mac Pro вырос со 190 тысяч до 247. Но это что касается ДНС. Если говорить за CityLink, то, к сожалению, информации пока что нет. Но может быть уже есть. А теперь касаемо видеокарт. Да, теперь полит на каких-то две вертушки можно найти за 56 тысяч рублей в Ситилинке. Может быть уже и дороже. А ряд других сайтов ритейлеров вообще могли не работать. И вот теперь на сцену выходит ФАС, который обязан провести проверки на цены, которые ныне предлагают на рынке. А поскольку цены повысились в ДНС на 30%, а рубль примерно на 13%, ну во всяком случае на момент анализа и написания сценария к видео, то многих естественно удивило такое несоответствие. В итоге ДНС ответила в лице Дмитрия Алексеева. Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в 2 раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса введены технологические санкции и пока непонятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют, но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то просто невозможно. И естественно, после всего этого на такие действия отреагировала Федеральная антимонопольная служба. В итоге, по сообщению того же ТАСС, госорган проведет проверку на адекватность и обоснованность повышения цен. Запрос уже отправлен, предупреждение вынесено. Пока что это касается только ДНС. Будут ли другие, пока ждем. Ну а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами был, как всегда, Human, и как всегда, кайфовой вам игры.